Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем подсказки карт. И, конечно, будем реалистами, потому что любой расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Но мы предполагаем, вместе размышляем и допускаем альтернативные варианты развития событий. В наше непредсказуемое время такой настрой помогает нам где-то не приходить в стопор от неожиданных извещений или каких-то новостей. В целом жизнь где-то нас тренирует на устойчивость. И это не только вас касается, это касается всех знаков зодиака. Но все же, вот давайте оттолкнемся от чего-то. Что нужно знать? Первая карта. По крайней мере, какие энергии видят карты на предстоящую неделю для вашего знака зодиака. Таро неожиданность, карта на возможные события, которые мы не ожидаем. Что вам может помешать? А что вам будет помогать? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, здесь же учеба, документы, согласования, энергия денег на неделю, личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет. Что же будет нужно знать? Ну, по сути, это ваша энергия, королева жезлов. И это та, которую как раз жизнь научила, точнее, она сама научилась на собственном опыте, где-то не доверять, быть настороже и вот как раз допускать альтернативные варианты развития событий. И эти варианты использовать на благо себе. Она поняла уже, как будто из прежнего опыта, что, увы, жизнь не всегда идет по нашим правилам. И нам приходится какие-то свои планы корректировать, рассматривать разные варианты. Поэтому она никому ничего не обещает. Она научилась не говорить ни да, ни нет. Уходить от каких-то, навязчивых людей или ненужных каких-то обязательств, потому что больше она сохраняет сама себя. И что проходит по этой карте? Первое, она грамотно работает с информацией, и второе, она грамотно распоряжается деньгами. Вообще это бизнес-вумен или тот человек, который как раз умеет не только создать свое благополучие, а еще и приумножить его. Вот такие прекрасные энергии. И даже если меня смотрят мужчины, эта карта мы смотрим не по полу, ее рассматриваем, а именно энергетически. О чем нам хотят передать карты. Что будет важно или что нужно учесть. Неожиданности. Может быть, вы, мои дорогие львы и львицы, уже к этому времени пришли к выводу, что правда ведет какая-то могущественная сила, словно судьба, расставляет все по местам. И даже если с вами сейчас происходит достаточно неожиданные или происходили вот как раз последние месяцы неожиданные события, люди себя как-то вели, совершенно вы от них этого не ожидали. Старший аркан, 20-й, страшный суд. Это действительно вам как будто жизнь, назовите карма, судьба, демонстрирует каждого человека в отдельности, кому вы можете доверять, на кого вы можете рассчитывать, какая ситуация, вот проанализируйте, какова она была в самом начале и были ваши мысли, и чем это все закончилось, как себя повел тот или иной человек, или пусть это даже касается вашей работы, например, да, вам тоже что-то было обещано, насколько это продвинулось, или насколько ваши интересы с кем-то совпадают. В целом о доверии нам, безусловно, говорят. И эта карта уже подведения итогов. Нам она говорит, как неожиданность падает старший аркан. У тебя прошлое, оно от тебя пытается оттолкнуться, лев. Потому что именно отталкивается то, что не может быть продолжено, что не будет способствовать твоему прогрессу, твоим планам, твоему счастью. Встречай все новое, что приходит на твой порог. И хоть и называется эта карта страшного суда, но суд вовсе не страшный. Это карта избавления от страданий, избавления от боли, более мудрого отношения как и к событиям извне, и более доброго отношения к самому себе. Вообще спокойной энергии, никуда не торопитесь. И у нас, кстати, королева жезлов. Пусть в этой колоде карт она вот так изображена, посмотрите. С ней собачка сидит рядом.
Ну, символ собаки – это друг всегда, правда? И какой-то друг как будто рядом. Или она ему доверяет. И он ей как бы доверяет. Но есть один как минимум человек, ну, с которым у вас может быть как минимум дружеское взаимодействие, сотрудничество. В основном, чаще всего, в колодах карт Таро королева жезлов изображена с черным котом. И это своеобразный символ, когда она умеет хранить тайны, свои и чужие. И вот это некоторая закрытость в информации, в своей собственной, которую мы сказали, она умеет правильно распорядиться информацией. Так вот, вы с чем-то определяетесь, не говоря никому ни слова. И дальше вы будете действовать уже по какому-то своему плану. Что вам может помешать, если вы сами будете инициировать некоторые ожидания? Или снова оденете на себя розовые очки? Это карта любящего человека, безусловно. Но, говорят, любовь слепа, значит, ну, какое-то прозрение должно быть взамен того, что мы называем иллюзиями или какими-то пустыми надеждами, пустым ожиданием. Вот это может конкретно помешать. Что же вам будет помогать? Паж кубков. А это когда? Это на вдохновение. Это когда может просто прийти для кого-то из вас доброе известие по части ваших детей. Пусть эти дети даже подросшие. Или, в принципе, какое-то предложение. Но на этой неделе явно есть какая-то новость, обстоятельство, дело, которое вас порадует. Вдохновит, мои дорогие львы и львицы. И как будто это будет помогать. И нам, более того, даже рекомендуют от этого оттолкнуться. Это, конечно, еще поскольку паж. Мы, с одной стороны, готовы учиться, но есть еще и, безусловно, сфера наших личных интересов или любовная сфера, может быть, и там, по части личной жизни, какие-то сообщения. Вам это будет, по крайней мере, приятно. Но мы должны сами себя как будто вдохновить, или пусть это какая-то маленькая толика, как ваш план, или ваша идея, или ваш инсайт, мои дорогие. Но вы еще находитесь в самом начале. Поверьте, это, наверное, та побудительная сила, что-то следует продолжать. Может быть, или изучить, опять же, перевести какое-то свое вдохновение на более материальные рельсы. По крайней мере, не упустить вот этот посыл, вот этот импульс. Хорошее настроение, в принципе, на эту неделю нам тоже, говорит карты. Тебе уже, лев, обеспечено. И поэтому, с учетом 20-го аркана суд, если что-то происходит, мои дорогие, поверьте, это вам судьба просто хочет продемонстрировать какую-то реальность. Спокойствие, одним словом. Дела, работа, бизнес. Ну, точно спокойствие, верховный жрец, это когда у нас вообще все размерено, умеренно. И надо сказать, верховный жрец нищий не бывает, с учетом королевы жезлов, какая-то финансовая история может быть либо продвинута, я имею в виду как продвижение ваших планов, чистолюбивых или, может быть, финансовых, решена, может быть, финансовая история. Или вы закрываете некоторые гештальты, мои дорогие, с учетом 20-го аркана. У вас два серьезных старших аркана, и оба достаточно спокойных. Вот вы подводите попросту какой-то итог и уже стабилизируете свою жизнь. С чем-то определяетесь. Может быть, мои дорогие львы и львицы, для кого-то из вас, кто трудится, и вы именно как преподаватель. Вот здесь может быть для преподавателей, поскольку верховный жрец – это учитель, верховный такой учитель, который знает все. Здесь может быть прекрасное продолжение по части сделать карьеру. Но и одновременно к вам могут обращаться, вы будете в центре внимания на этой неделе, потому что вы, помимо того, что вы сами по себе заметны, когда лев входит в какой-либо кабинет, сразу видно, ох, это зашла личность. Ну, вот так вот к вам могут обращаться за советом, за помощью. Поэтому помните, советы можно раздавать, но быстро участвовать в каком-то деле, которое вам лично не приносит какой-то, ну, может быть, или интереса и не способствует вашему прогрессу, то тут нужно хорошенько подумать. Все же королева жезлов у нас сверху, и мы говорили, она правильно работает с информацией. Может быть, придется вот так вот мудро фильтровать какую-то информацию и с чем-то, опять же, определяться. А для кого-то из вас
Может быть, вы решите учиться, потому что знаний в какой-то области вам не хватает. Но это все то, что у нас по закону. Безусловно, верховный жрец – это когда, ну, наверное, будьте пунктуальны где-то на этой неделе. Проверяйте, где вы ставите свои подписи. У кого есть личные печати, где вы ставите личные печати. Ну, или вот зона вашей ответственности. Она должна быть в предельном внимании. Причем в таком, знаете, в критическом мышлении. Потому что вам приходится сейчас как будто не влезть, например, в какую-то еще ошибку или в то дело, которое по 20-му аркану. Здесь, наоборот, высшие силы вас пытаются освободить от какого-то груза, от какого-то балласта. Поэтому настроение обещают хорошее. Ну, вот на этом благодушии или на душевной волне вы не должны сделать для себя что-то, что впоследствии вам навредит. Финансы. Вы знаете, тут у кого-то может быть предложение такое по части, ну, к примеру, если у вас личное дело или бизнес по карте «Мир», это может быть то, как расширяете вы свое творчество или свой бизнес, зоны влияния, становитесь популярными. Популярность сама по себе может прийти все же хоть и на деньги, но это старший аркан, по сути дела, итоговый аркан. У кого-то, я понимаю, банально, вы просто получите деньги на этой неделе. И такое тоже могу предположить. Или вам какой-то бонус, может быть, последует. Или вам это объявят, что, ну, в чем-то там вас хотят отметить, может быть, за проделанную работу. Вы действительно, есть та новость, которой вы будете радоваться. Но все же у нас тут ведь паш выпал. Поэтому как будто вот эту радость, ее нужно приумножить. Или как-то ей воспользоваться, или удачным моментом, и для себя сделать еще более что-то на будущее, что-то очень продуктивно, перспективное, я бы сказала так. И здесь у нас по аркану «Мир» приходит, когда мы понимаем, что в наших руках возможно все. Вы убеждаетесь в собственной силе. И даже если люди уходят, или вы пересматриваете свои планы, или имеете достаточно печальный опыт, здесь какая-то ситуация пытается выровняться в другом направлении, подвести итог и идти дальше. Личная жизнь. Не совсем это про личную жизнь. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И кто знает, может быть, для кого-то из вас надо работать над отношениями. И правда, отношения – это как работа. И люди семейные со мной согласятся, никуда не денешься, правда, это тоже своеобразный труд, когда у нас есть семья и обязанности, куда же без них. Но для кого-то из вас это когда вы больше будете внимание уделять как раз работе и заработкам, потому что на этой неделе, ну, либо сам по себе график какой-то может быть напряженный, или как минимум 1-2 вопроса, когда вы понимаете, да, если я сейчас выполню эту работу, это для меня откроет новые перспективы, и тогда вы где-то в это углубитесь. Кто-то углубится в изучение дополнительных заработков или дополнительного дохода, все же мы все абсолютно разные. Или для кого-то это может еще означать доходы вашего партнера, ваше взаимодействие. Может быть, тоже как бы через партнера. В целом, если вы семья или пара, живете вместе, какая-то финансовая история перед вами откроет новые перспективы. Здесь, правда, как и по финансам, так и по делам, что-то конкретно материальное можно сделать хорошо на этой неделе, повторюсь, с хорошим продолжением. Карта совет. Луна. Ну, к примеру, это могут быть вопросы, связанные с вашим жилищем. И у кого-то вот эта восьмерка Пентаклей, когда вы можете делать дома буквально ремонт или что-то реорганизовывать, что-то менять. Ну, где-то и платить не без этого. По карте Луна часто проходит как раз наш семейный домашний очаг. Даже если вы один или одна, вы тоже дома можете делать жилище комфортным, как-то улучшать. По этому аркану нам говорят: слушай интуицию. По части личной жизни и людей надежных, эта карта открывает как раз, знаете, взаимопонимание, нежность, тепло, ласку, эмпатию, но только тех людей, которые искренне любят нас. Во всех остальных вопросах пользоваться интуицией, собой не рисковать дважды, мои дорогие львы и львицы. Не подставляйте себя под удар, потому что вас могут
знаете, как пытаться наговорить вам с три короба, навести какую-то тень на плетень, где-то запутать, и будет очень сложно разобраться. Поэтому опирайтесь на какой-то и прежний опыт, чтобы не повторить ошибку. Слушайте подсказки собственной души, интуиции, нежели какие-то советы со стороны. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.